Стюардесса – одна из самых романтичных профессий нашего времени. Но что мы знаем о них? Прекрасные небесные девушки не только улыбаются нам в полете и разносят еду. Они в первую очередь отвечают за нашу безопасность и комфорт во время полета. Но, пожалуй, никто не сможет рассказать о работе стюардессы лучше, чем одна из них. Виолетта Тимошенко – старший бортпроводник авиакомпании Трансаэро. В чем заключается ее работа? О чем мечтает и куда летает? Все это в новом выпуске Евромаг «Один день из жизни стюардессы». Я пришла работать бортпроводником, потому что очень давно хотела, с самого детства. Класс, наверное, с 5-го, постоянно мечтала. К сожалению, попасть сразу же не получилось, потому что не прошла ЛЭП. Но немного упорства, и через год все получилось. Я пришла сразу работать в авиакомпанию Трансаэро. Это было почти 5 лет назад. Отлетав 3 года обычным бортпроводником, я стала старшим бортпроводником и работаю в этой должности по настоящее время. В обязанности бортпроводника входит первое, это, конечно, обеспечение безопасности на борту воздушного судна, второе – это обслуживание пассажиров, и третье – взаимодействие с коллегами. Стать стюардессой совсем непросто. Для этого нужно пройти конкурсный отбор и 3-месячное обучение в авиационном учебном центре авиакомпании, где молодые люди и девушки проходят аварийно-спасательную подготовку, обучение этикету, оказанию первой медицинской помощи и другим тонкостям профессии. Кроме того, девушек учат правильно наносить макияж и делать прическу. Чтобы прийти в авиакомпанию и стать бортпроводником, нужно, чтобы тебе было 19 лет, нужно знать английский язык на достаточном уровне. Есть определенные требования к росту и к размеру одежды. Далее, придя на собеседование, психолог тебя проверяет на стрессоустойчивость и на коммуникабельность. И если кандидат соответствует всем этим требованиям, он садится на обучение в авиационный учебный центр, принадлежащий авиакомпании Трансаэро, и спустя 3 месяца он допускается к выполнению стажерских полетов в качестве бортпроводника службы бортпроводников авиакомпании Трансаэро. Придя на работу в авиакомпанию, первоначально девушке или молодому человеку присваивается должность бортпроводник-стажер. Летав в положенное время, он становится бортпроводником. Далее есть возможность стать либо бортпроводником старшим, либо бортпроводником, работающим в бизнес-классе, или бортпроводником, работающим в первый класс нашей авиакомпании. За 2 часа до рейса проводится брифинг экипажа, на котором распределяются обязанности каждого бортпроводника. Кто-то отвечает за прием питания, кто-то за багаж, кто-то за двери. Уже на борту они должны проверить аварийно-спасательное оборудование и проконтролировать подготовку салона воздушного судна к приему пассажиров. Когда говоришь, например, что ты летишь сегодня в Париж или Лондон, многие считают, что ты останешься там на неделю, на 2 или больше. Но на самом деле это неправда. Все зависит от длины рейса. Если рейс короткий, например, меньше 6 часов, ну, как правило, 4-3 часа, то мы летим туда и обратно. Такие рейсы называются разворотными. То есть ты проводишь время в Париже, в аэропорту, в самолете примерно час. А есть рейсы эстафетные. Рейсы, как правило, более 6 часов, прилетаешь в страну и остаешься там на неделю, на 2 или больше. Все зависит от расписания рейса. Например, по разным направлениям Доминикана, Бали, Мальдивы. Прилетев на эстафету, в первую очередь, конечно, мы отдыхаем после длительного рейса. А дальше, если есть возможность, посещаем экскурсии, разные достопримечательности, места. Если это жаркая страна, есть, конечно, возможность сходить на пляж и просто полежать на побережье. Если это город, такой как Нью-Йорк, есть возможность сходить по магазинам, конечно, некоторые предпочитают шопинг. Когда люди узнают, что я стюардесса, в первую очередь, конечно, они удивляются, восхищаются и задают множество вопросов. Частые вопросы, которые люди задают, это, конечно, не боишься ли ты летать, как давно ты летаешь, нравится ли тебе работа, и как долго ты можешь оставаться на эстафете в какой-нибудь жаркой стране, на курорте. Все очень интересно и захватывающе для них. Моя подруга один раз ехала с рейса, и в метро держать за поручень. Рядом стоящий мальчик с мамой, примерно 5 лет, очень долго на нее смотрел, очень внимательно рассматривал, а потом, увидев птичку на кармане ее, смотрел, потом дернул маму за руку, сказал на весь вагон очень громко: «Мама, смотри, живая стюардесса!»
Когда у меня начинается отпуск, в первую очередь, конечно, мне хочется его провести дома с семьей. Очень редко, когда возникает желание полететь куда-нибудь отдохнуть. У меня не завязывалось отношения на работе и на рейсах. Но я знаю, что мои коллеги, некоторые познакомились на рейсах, встречаются сейчас, у них семьи, дети. Это и коллеги, отношения с коллегами, и также отношения с пассажирами, конечно. Разрешается на рейсе, да, знакомиться, не оставлять телефон, ничего. Но иногда пассажиры после рейса встречают стюардесс в аэропорту, в аэровокзальном комплексе, стоят с цветами, уже подготовившись, с конфетами, знакомятся. Она там девушка, мне так понравились. Ищут всевозможные способы. В социальных сетях, например, тоже есть возможность понравившуюся стюардессу найти по имени и фамилии, можно составлять туда. Мужчины, проявляющие симпатию, конечно, есть, а поклонники все зависит от тебя, насколько ты принимаешь ухаживание или нет. Ну, если честно, строить взаимоотношения на нашей работе можно, конечно, если человек понимает тебя и поддерживает. В данный момент меня устраивает работа в авиакомпании, мне нравится работать с стюардессой, но в будущем, если возникнет необходимость, у меня есть возможность, как у других бортпроводников, перейти в наземный департамент. Прежде чем я выбрала эту профессию, летать я, конечно, не боялась. Это ведь осознанно, либо ты боишься, либо нет. А если это твоя работа, то страха не должно никакого быть. Если ко мне обращается пассажир на борту, болеющий аэрофобией, в первую очередь я подхожу к нему, прошу его расслабиться, на выдохе задержать дыхание на 5-6 секунд. Это помогает снизить уровень адреналина в крови, также помогает расслабить мышцы. После этой дыхательной гимнастики он свободно может адекватно мыслить и говорить со мной. Я ему стараюсь объяснить, что ничего страшного в этом нет, и что полет пройдет благополучно. Находясь в отпуске, не летая долгое время и короткое время, очень начинаешь скучать по самолету, очень начинаешь скучать по небу. Ходишь по земле, смотришь на пролетающие небо самолеты. Сердце ёкает, хочется вновь ощутить это чувство полета, чувство свободы, чувство расслабленности, чувство того, что ты находишься в небе. Рекомендую вам попробовать полетать. Встретимся на рейсах авиакомпании Трансаэро.